Привет! В этом видео я хочу рассказать о процедуре получения австралийского гражданства, на которое я подалась спустя 4 года пребывания в Австралии. Через 5 месяцев после подачи заявления я сдала тест, а еще через 3 месяца меня пригласили на церемонию, и после всего этого я смогла податься на свой австралийский паспорт. Но обо всем по порядку. Итак, какие же требования для получения австралийского гражданства? Необходимо прожить в Австралии на протяжении 4 лет, из которых последний год должен быть в статусе постоянного резидента. Также из этих 4 лет нельзя выезжать из страны на срок более 12 месяцев и на срок более 90 дней за последний год. Как правило, исходя из практики, это самый трудный пункт для людей, потому что не всегда получается накопить необходимое количество дней пребывания в стране. Кстати, на сайте департамента есть специальный калькулятор, который поможет вам рассчитать, сколько вы находитесь в Австралии. Ссылку для вашего удобства я оставлю в описании под видео. В моем случае это не явилось какой-то проблемой, потому что как раз был ковид в то время, и это решило вопрос частых выездов из страны. Поэтому спустя 4 года я уже смогла подать свое заявление на гражданство. Муравьи! Я хочу немного остановиться на документах и способах их подачи. Все документы подаются на сайте Департамента иммиграции Австралии. Заявление заполняется онлайн, и для меня было все предельно просто, у меня не было никаких отягчающих обстоятельств, поэтому я все подавала сама. Необходимо предоставить документы, подтверждающие личность. В моем случае это было свидетельство о рождении, мой загранпаспорт, водительское удостоверение Австралии, и также я предоставляла банковскую выписку. Банковская выписка, отправленная мне по почте, нужна была для того, чтобы подтвердить мой адрес проживания. Это могут быть такие официальные документы, как счета за оплату квартиры, страховка и так далее. Господи, кто-то пробежал. Там за мной прямо территория затопления, может быть, вы видите в камеру, немного жутко, такая апокалиптичная атмосфера вокруг царит. Также нужно предоставить свою фотографию и декларацию, заполненную гражданином Австралии, который знает вас не менее года. Здесь это такой немножко сложный пункт, потому что человек не просто вас должен знать в течение года, он также должен быть определенной профессией. И есть целый список таких профессий. Я обратилась за помощью к своему доктору, GP, которая подписала мою фотографию, что это действительно я, и заполнила декларацию. Также это может быть, например, ваш иммиграционный агент. Все документы, если они не на английском языке, обязательно переводятся сертифицированным переводчиком. Все это сканируется. На сайте департамента нужно создать личный кабинет. Там заполняется заявление, прикрепляются все эти документы, оплачивается пошлина. Я платила $540 в начале 2023 года. Все, подается заявление, и после чего вы ждете приглашения на тест. Ну что, настал тот самый день, когда мне назначили запись на интервью и на citizenship тест, то есть тест на гражданство. Вот и я сейчас туда иду. Сегодня погода исключительно мерзкая, дождь льет прямо постоянно. Все это проходит в самом центре Брисбена, и я сюда приехала на машине, здесь очень трудно запарковаться. И я нашла парковку в магазине Woolworths. Там 2 часа бесплатно, а потом следующие 15 минут ты платишь $25, потом, по-моему, $30. И вот я там поставила и думаю, успею ли я уложиться в это самое время или мне придется платить. Я решила рискнуть, вместо того, чтобы искать парковку на улице, где мерзко и сыро, и здесь такой трафик, поэтому рискуем и посмотрим. Все, теперь мне уже нужно направляться на место проведения интервью и теста, и я, как выйду, все вам обязательно расскажу. Ну что же, я сдала тест, только что вышла. На все про все у меня ушло, мне кажется, минут 20. Я зашла, села в окошечко к дяденьке, он спросил у меня driver license, сфотографировал. Меня отправили на тест. Тест я сдала на 100%, чем, конечно, не могу не гордиться. Что хочу сказать про тест. Многие люди говорят, что тест очень легкий. Я хочу вам сказать, что там есть некоторые хитрые вопросы, к которым нужно подготовиться. И вообще есть такой специальный веб-сайт, где ты можешь практиковать тест. Там есть информация, которую нужно прочитать. И все в этом тесте будет исключительно по этой брошюре. Нужно набрать не менее 75%, дается 20 вопросов, и обязательно нужно правильно ответить на 5 вопросов об австралийских ценностях. Если хотя бы один из них будет отвечен неправильно, ты как бы не сдал. Ну, вот эти как раз вопросы, они достаточно легкие.
А что я нашла несколько сложным для меня, потому что я постоянно забывала и путалась, это вопросы обо всяких законах, министрах, кто, глава, чего. Что я нашла для себя полезным, это то, что я тренировалась вчера и сегодня, прямо перед тестом, потому что я забывала информацию, которую я прочитала, честно вам скажу. Ну все, тест сдан, и теперь мне сказали ждать письма из департамента. Если что-то нужно еще от меня, они мне тоже пришлют имейл. Бешеные собаки, сколько там километров. Я тебя снимаю для твоего блога. После сдачи теста через 3 месяца меня пригласили на церемонию вручения гражданства. Это был очень классный период, потому что церемония как раз пришлась на день, следующий за днем моего дня рождения. И вдвойне приятно было то, что у меня была семья в гостях, которые тоже смогли прийти на церемонию и поучаствовать вместе со мной в таком важном для меня шаге. Поэтому время сложилось просто идеально. Ladies and gentlemen, girls and boys, on behalf of the city, welcome to today's Australian citizenship ceremony. Now, will all those taking pledge number 2 please stand? Repeat after me. From this time forward, I pledge my loyalty to Australia and its people. You're represented by 50 countries here this afternoon. Brazil? Never let you down, do they? Canada? Hey. France? Hey, hey, hey. Malta? Russia? The UK? It's a pleasure to be the first to congratulate you and welcome you as official Australians. And this is me again. This is not official stuff, but one final test. Aussie, Aussie, Aussie! Ну что, сегодня у меня очень волнительное, важное событие. Наконец-то я стала гражданином Австралии. Мне дали австралийский флаг. И самое главное, конечно же, мне дали сертификат о получении австралийского гражданства. Мы произнесли клятву, послушали песни, послушали наставления от мэра Голд-Коста. И, наконец-то, это свершилось. Вот так вот выглядит мой сертификат, мой флажок. И еще мне дали растение, которое, я надеюсь, я не убью. Еще очень приятно было на следующий день прийти на работу, и мои коллеги меня поздравили. Все мое рабочее место было уставлено австралийскими сувенирами. На стене был прикреплен большой австралийский флаг. Было очень круто. В конце видео я вставлю чуть больше кадров самой церемонии, поэтому, если вам интересно, вы сможете посмотреть более подробно. А сейчас я хочу рассказать о приятных хлопотах, которые были связаны с подачей заявления на паспорт. Вот просто угадайте, в каком учреждении подаются документы на австралийский паспорт. Я такого вообще никак не ожидала, но обо всем по порядку. После моей церемонии и получения сертификата о гражданстве я заполнила заявление на паспорт онлайн, затем заручилась поддержкой австралийского друга, который в случае чего должен подтвердить, что знает меня не менее года, и подготовила все необходимые документы. Это, собственно, сам сертификат о получении гражданства, мой российский загранпаспорт, австралийское водительское удостоверение и Medicare. Medicare – это такая пластиковая карта, это как аналог нашего медицинского полиса. Здесь хочется сделать небольшое уточнение. После подачи документов я получила письмо на электронную почту с просьбой подтвердить мое место рождения. Дело в том, что в моем загранпаспорте, как, возможно, и много у кого у вас, место рождения значится USSR. Я так и указала в анкете, потому что не хотела каких-то разночтений. На русском было написано Томск, на английском СССР. И они, соответственно, мне прислали письмо и сказали, что местом рождения не может быть страна, поэтому попросили дополнительные документы, свидетельство о рождении или, например, внутренний паспорт. И у меня как раз было свидетельство о рождении с переводом. Я все это подавала уже до этого на гражданство, и поэтому я быстро им отправила ответ, и все прошло гладко. Отправить заявление на паспорт онлайн нельзя, потому что все документы нужно предъявлять в оригинале. И для этого я отправляюсь на почту.
Тут же, кстати, можно сделать и фото на паспорт, если не сделал его заранее, заплатить пошлину в 325 австралийских долларов, и после этого остается только ждать, когда твой новенький паспорт придет тебе по почте. Да-да, не удивляйтесь, здесь даже банковские карты отправляются по почте. Паспорт был готов в течение 2 недель, и еще до Нового года я смогла расписаться в получении своего новенького австралийского паспорта. И таким образом с момента въезда в страну в феврале 2019 года и до получения паспорта прошло чуть меньше 5 лет. Здесь, конечно же, все может варьироваться от ваших личных обстоятельств, от того, когда вы получаете ПМЖ, от того, сколько вы находитесь в стране, или, может быть, от вас потребуются какие-то дополнительные документы. Например, у меня у знакомых запрашивали предоставить дополнительную справку о наличии судимости. Изготовление ее, конечно, занимает время, и я к этому тоже заранее подготовилась. Я запросила из российского посольства письмом, и они в течение буквально 3 недель выслали мне ответное письмо, и там было 2 справки на русском и на английском языках. Все абсолютно бесплатно, мне очень понравилось, рекомендую. Вот. Но у меня такую справку не запрашивали. Друзья, если вы сейчас находитесь в процессе получения гражданства или готовитесь к этой процедуре, я желаю вам большого успеха. Самое главное – это ознакомиться со всеми требованиями, предоставить все необходимые документы, следовать всему тому, что они от вас хотят, и все обязательно получится. Кстати, пользуясь случаем, поздравляю вас всех с наступившим Новым годом, так как это первое видео в новом 2024 году. Желаю вам всего только самого-самого лучшего. Если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, я буду рада ответить на них в комментах. Спасибо вам большое за просмотр. И далее, как обещала, я вставляю больше кадров с моей церемонии. On behalf of the city, welcome to today's Australian citizenship ceremony. Australian citizenship represents full and formal membership of the community of the Commonwealth of Australia. And Australian citizenship is a common bond involving reciprocal rights and obligation, uniting all Australians while respecting their diversity. Now we come to a more formal part of today's ceremony, where I will ask you to repeat the Australian Citizenship Pledge. Now, will all those taking pledge number 2 please stand? Repeat after me. From this time forward, I pledge my loyalty to Australia and its people, whose democratic beliefs I share, whose rights and liberties I respect, and whose laws I will uphold and obey. Thank you. Please be seated. Now, on behalf of the entire Gold Coast community, it's a pleasure to be the first to congratulate you and welcome you as official Australians. Australians, oh, let us rejoice, for we are one and free. We've golden soil and wealth for toil, our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts, all beauty rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strains that let us sing, advance Australia fair. On the count of 3, I'd like you to turn to someone near you and say, "G'day, mate." How about that? 3, 2, 1. G'day, mate. How are you? Good on you, mate. Now, this is my bit where I have a lot of fun, because there are 50 countries you're represented by 50 countries here this afternoon, and I go through them one at a time, and I encourage the people who are from that country originally to give us a "G'day, mate" back in their native tongue, or an "oi, oi, oi," or a "hey, Brucey," or something, whatever. Brazil?
Never let you down, do they? Canada. Hey. France. Hey, hey, hey. Malta. That's a very good effort, thank you. Russia. South Africa. Afternoon. What about Thailand? Well, I reckon the Brazilian girls are under challenge. The UK? Fellow Australians, as citizens, you're now formally part of this country, its people and its governments. Australia gives us the opportunity to live and grow in liberty and to share the common welfare. We have the obligation in return to fulfil our duties as good neighbours and good citizens in this community and in this nation. Now, as part of your registration for today's ceremony, you'll have been provided with an Australian Electoral Commission form that allows you to register online. And it's important to remember that in Australia, it's compulsory to vote in all federal, state and local government elections. If you've got any council issues, a pothole in the road, a missing street sign, or of course any positive feedback, please don't hesitate, contact your local councillor, any of the council staff, or of course the mayor. Very happy to assist you. Congratulations on this wonderful occasion. And this is me again, this is not official stuff, but one final test. Aussie, Aussie, Aussie!